Всех приветствую на канале. Сегодня у нас большой обзор-разбор одной из самых спорных как по ценнику, так и по конструкции дизайнерской кофеварки с неплохой просьюмерской начинкой под именем Casa Bugatti Diva. У аппарата на борту и латунный бойлер, и трехходовой клапан, и даже полноценный регулируемый OPV. Но, как по мне, производитель просит за него слишком больших денег. В этом видео попробуем разобраться, что с ней не так, стоит ли она своих денег и связываться с ней в принципе или нет. Сперва, думаю, будет полезным пояснить, что это за компания такая. Хоть это имя у многих ассоциируется с автомобильной компанией Bugatti, но на деле это совсем разные Bugatti. И они никогда и никак не пересекались в истории. Casa Bugatti имеет свою долгую историю и свои заслуги, если можно так сказать. Создана компания была 5 братьями Витали еще в 1923 году в городе Лумицане, что в провинции Брешиа. Сперва это была семейная мастерская по обработке металла, но за последующие 5 лет они начали производить столовые приборы и были первыми в Италии, кто стал использовать для этого литье под давлением. Спустя 15 лет с момента основания мастерской уже наследниками будет основана новая компания, имя которой дословно будет переводиться как «Наследники братьев Бугатти». И вот уже наследники начнут активно заниматься производством столовых приборов, а через 9 лет превратятся в Ла Сан Марко и начнут завоевывать Европу. И в 1999 году будет зарегистрирован уже бренд Bugatti, под которым пойдет производство и продажа как привычных столовых приборов, так и умной мелкой бытовой техники для кухни, вроде тех же блендеров, чайников, весов и тостеров. Основной упор они делали на качество материалов и дизайн, для чего и приглашали разных дизайнеров. Но самое примечательное, что первым кухонным прибором, с которым Bugatti вышли на рынок техники в 2005 году, была именно дизайнерская эспрессо-кофеварка Diva. И продавали Диву за, как по мне, неадекватные деньги. Так как прошло уже около 20 лет с начала выпуска этой модели, то заказать ее можно только на официальном сайте. И ценник там стартует уже с 1100 евро за стандартный вариант в цвете, а за корпус из нержавейки цена уже 1280 евро. Но для любителей большей аутентичности есть варианты корпусов в отделке разными материалами, как Diva Denim, покрытой джинсой, и Diva Leather с отделкой красной кожей и ценниками в 2350 евро, что, как по мне, просто запредельные деньги за ни за что. Я думаю, многие понимают, что Casa Bugatti касательно своей кофеварки Дивы не изобретала что-то новое. Они сделали собственный дизайн, а дальше использовали уже готовый унифицированный бойлер, группу, холдер с корзинами, насадку и трубку пара и многое другое, которое было разработано еще в далекие 90-е. И также использовалось различными брендами типа Francis, Lelit, Grimac, Daltio и другими. Ко мне этот аппарат был прислан подписчикам для переделки группы под полноценно молотый кофе. И тут меня ждал большой сюрприз с бойлером, о котором я расскажу позже. А пока глянем, что тут и как. Дизайн выполнен в форме перевернутого конуса, выглядит красиво и эффектно. Если увидеть ее в реальности, а не на фото или видео, она точно вас удивит. Аппарат действительно красивый, а необычная форма, обилие глянца и хрома, создают свой вау-эффект, и глазу есть за что зацепиться. Как предмет интерьера кофеварка отыгрывает на все 200%. Но если начать ней пользоваться, то сразу заметите, насколько нежное и тонкое лакокрасочное покрытие. Царапается очень легко и прям до металла. Царапины будут видны хорошо и полировка не поможет. К примеру, у ее конкурента Francis X1 более толстый слой ЛКП, и до таких царапин доходит редко, максимум потертости которые убирались полировкой. А тут, если присмотреться ближе, то в глаза бросается и слишком заметная шагрень на отдельных элементах, и это выглядит как халтура, особенно за такую цену. По материалам это крашеный сплав алюминия, но бывает и полированная нержавейка, или тот же алюминий, но покрытый декором. Крашеный корпус заметно легкий в сравнении с той же Francis. Сверху большая и удобная площадка для хранения и прогрева чашек, но она из тонкого алюминиевого сплава и легко царапается. Подогрев у этой площадки пассивный, а не активный, поэтому греется она тоже так себе. Нижняя часть, в которой поддон для капель, это тоже алюминиевый сплав, окрашенный под хром. Выглядит он массивно, но на самом деле он пустотелый и легко царапается даже от протирания пыли. Поддон для капель тут не особо емкий, и его не слишком удобно вынимать, но это проблема всех дизайнерских аппаратов, и это не критично. Бак для воды тут тоже не похвастается объемом, всего 800 мл, и заливной горловины тут нету, поэтому доставать его нужно будет каждый раз для заливания воды, и делать это тоже не особо удобно.
Теперь про индикации и управление, которое тут реализовано на 3 скудных по оформлению черных пластиковых кнопках без какой-либо индикации. У нас всего один единственный индикатор, и это индикатор включения, и тот находится на термометре, и более ничего. А основная роль индикатора готовности заключается именно в положении стрелки термометра. И если он вдруг выйдет из строя, то о том, что кофеварка нагрелась, вы не узнаете никак, кроме как сидеть и слушать, когда тихо щелкнет термостат. Ну а термометр здесь большой. Его корпус сделан из порошкового металла, очень легкий и, наверное, хрупкий. С ним нужно быть аккуратным, так как он нестандартного диаметра и крепления. К примеру, у той же Francis X1 тоже по центру термометр, но он популярных размеров 52 мм. И в случае поломки его можно заменить на альтернативный с таким же посадочным диаметром. А тут только заказывать с Италии за не менее чем 50 евро. Термометр тут больше стильный, чем информативный. Его минус в том, что нету шкалы с температурой, только условные секции для кофе и пара. Когда стрелка зайдет на секцию кофе, кофеварка никак не просигнализирует о готовности, нужно просто следить за этой стрелкой. Относительно качества этого термометра у меня тоже есть вопросы. Он тут капиллярный, и я как-то рассказывал их принцип действия на примере кофеварки Ariete. И если там я акцентировал на том, что стрелка движется рывками, а не плавно, как должна, но делал скидку, что в Ariete китайский дешевый термометр, который стоит $4, то тут стоит итальянский за 50 евро, и та же проблема. При нагреве стрелка поворачивается рывками, будто ее что-то клинит внутри. И все это создает впечатление китайской дешевки, а не аппарата за 1000 евро. Кстати, у той же Francis X1 стрелка двигалась плавно. А может, у меня просто был бракованный термометр. Кто имеет такую же, напишите, так ли у вас со стрелкой. Далее у нас трубка пара и регулятор пара. Паром здесь пользоваться вполне удобно, трубка хоть и не имеет шарнира, но ее радиуса длины хватает, чтобы комфортно подставить любой питчер. Также у нее есть такой пластиковый язычок, за который можно вращать горячую трубку и не обжечь пальцы. Вроде бы неплохо, но выглядит как-то спорно. Иногда он уходит вниз, и его нужно искать и вытаскивать, или просто упирается, не давая трубку повернуть полностью к решетке. Одним словом, пользоваться не слишком удобно, но приловчиться можно. Насадка для пара у Дивы не самая удачная. Такие ставили на старые Elite и многие другие аппараты. Но в отличие от той же Francis, ее можно снимать и взбивать соплом с мелким отверстием, что уже кардинально меняет ситуацию в лучшую сторону. Регулятор пара тут большой, ухватистый, пластик толстый и грубый. Внутри металлическая вставка с пометками, куда крутить. Смотрится надежно, хотя и простоват, как для дизайнерского аппарата. Сама же букса небольшая и с одним уплотнителем. Хоть на корпусе регулятора нет выступов, но мокрой рукой его крутить, думаю, будет удобно. Касательно рожка, то, как я упоминал, здесь использовали стандарт на 57 мм, который встречается в многих других итальянцах, которые на такой же группе сделаны. Тут все стандартно, и внимание на этом заострять не буду. Теперь перейдем к начинке и тому, как все тут скомпоновано. Чтобы попасть внутрь, нужно снять верхнюю платформу, которая крепится на 3 винтиках из нержавейки. Под платформой есть силиконовый уплотнитель, что не позволит влаге с чашек попадать внутрь, и это очень хорошо. Начинка тут весьма неплохая. Латунный бойлер на 250 мл с киловаттным теном, латунным креплением группы, 3-ходовым клапаном, полноценным настраиваемым OPV на холодной стороне, неплохой помпой с термозащитой и собрано на качественных материалах, но не все так хорошо, как может показаться сразу. В угоду дизайна тут все очень плотно размещено, и все это не так просто разобрать и обслужить. К примеру, чтобы снять группу для чистки или замены уплотнителя, или вытащить бойлер в других кофеварках с такой начинкой, просто нужно открутить 4 гайки, держащих крепление группы снизу, после чего можно уже вытаскивать бойлер. Но здесь к гайкам так просто не подобраться, так как все закрыто дизайнерским корпусом, поэтому нужно снимать платформу с всей внутрянкой, а потом уже снимать бойлер. Но перед этим желательно не повредить кнопки с проводами. По конструкции она напоминает те же модели Elite на 57 группе, с таким же бойлером, по центру которого видим входящую в него трубку. И это сразу же означает, что тут используется 3-ходовой клапан сброса остаточного давления. Такая схема реализации — это единственная схема для этого бойлера, и ее можно встретить как и на Elite, так и на более старых аппаратах. Суть ее в том, что параллельно вентилю пара ставится 3-ходовой электромагнитный клапан, с которого трубка заворачивается обратно в бойлер и, проходя сквозь него, идет в группу. Вот именно по ней идет подача воды в группу при проливе, и по ней же возвращается остаточное давление после окончания пролива, которое клапан направляет уже в дренаж.
Конструкция простая и вполне надежная, к тому же не требует электроники. Клапан включается параллельной контактной парой на кнопке пролива. Но есть один момент, который немножко портит всю идиллию. Эспрессо Дива готовит и пар дает, а вот как в той же Lelit получить кипяток, с нее не получится. Казалось бы, как у самой дешевой DeLonghi, включи пролив и открой вентиль пара и пойдет кипяток в трубку пара, но нет. Когда нажимаем пролив, у нас сразу же открывается клапан на группу, и вся вода или большая ее часть пойдет просто в группу. Можно, конечно, вставить в группу рожок с кофе, и вода пойдет в трубку пара, или можно просто подставить под группу чашку и сделать в нее кипяток. Но в чашку пойдет вода с кофейными маслами и остатками, что тоже не особо приятно. А всего-то нужно было бы добавить, как в Lelit, отдельную кнопку для кипятка, но этого не сделали, что как-то глуповато. В плане контроля температуры тут, к сожалению, стоят механические термостаты. Это бюджетное решение, а учитывая ценник на аппарат, то здесь должен был быть PID-контроллер. Пусть даже без настроек, как у Francis X1, но увы. Можно списать на то, что эта модель выпускалась еще в 2005 году, и согласно реалиям того времени мало кто ставил эти PID-контроллеры, но дивы продают и по сей день, и компания их никогда не модифицировала. С другой стороны, втулить сюда еще и плату PID будет сложно, так как места тут реально мало. Вернемся к дренажу. Тут тоже есть свои интересные моменты. Если заглянуть в отсек для емкости с водой, то сверху видим 3 трубки вместо привычных 2. Одна из них длинная и явно заборная, а вторая возвратная с OPV клапана. Но а третья зачем, пока не ясно. А если взглянуть вглубь, то видно еще 2 трубки, идущие сверху и сводящиеся через крестовину в одну, которая крепится к фитингу. Это и есть наш дренаж в поддон для капель. Но почему в дренаж изначально идут 2 трубки? А тут все просто. Та, что левее, это и есть именно сброс с трехходовика. А та, что правая, это трубка, которая возвращается обратно внутрь и выводится в бак с водой. Это как раз и есть та 3-я трубка. Это гениальное решение на случай, если дренаж внизу закупорится сбрасываемыми остатками, чтобы направить сброс в бак с чистой водой. Честно говоря, я впервые вижу такое, чтобы вместо более широкого отверстия для дренажного выхода, которое было бы менее подвержено закупорке, сделали вывод обратно в бак. Получается, если человек не поймет, что дренаж закупорен и продолжит пользоваться, то все остатки с рожка будут просто сливаться обратно в бак с чистой водой. А потом с того же бака помпа будет закачивать все это обратно в бойлер, засоряя гидросистему. Не говоря уже про вкус готового напитка. Как по мне, это крайне спорное решение, но если бы оно было тут единственным. Далее можно похвалить за OPV клапан. Он тут действительно хорош и находится сразу на помпе, то есть на холодной стороне, что правильно. Сам он латунный, имеет возможность подстройки и при этом еще и удобно это делать, в отличие от многих других конструкций. А это говорит о том, что тут можно удобно настроить нужное давление в 9 бар. Помпа тут не улька, но имеет идентичные размеры и мощность. Основание латунное, также стоит нормальный металлический шток. Плюс к этому на помпе есть термозащита, что тоже хорошо. Ну а теперь о том, что тут сделано ужасно. Начну с платформы крепления всего навесного и бойлера. Эту платформочку нужно снимать каждый раз, чтобы что-то обслужить или достать бойлер. Снимается она крайне неудобно, но это не слишком большая проблема. Платформа сделана из нержавейки и вроде бы все ок. Клапан и его конструкция закреплены на ней хорошо. Но вот помпа и OPV клапан это уже ни в какие ворота. По-хорошему, помпа к корпусу крепится с помощью резиновых ушек, которые помогают гасить часть вибраций. И здесь также, но есть нюанс. Эти ушки у всех крепятся вертикально, чтобы помпа на них буквально висела. А здесь их прикрепили к платформе горизонтально, то есть сбоку. И как результат они провисают, и помпа просто лежит на платформе. А вся вибрация и стуки от нее передаются на металл платформы и далее на корпус. Тут даже приподняв ее, заметно, что она просто потом ложится на металл и все. Как до такого можно было додуматься с инженерным образованием, это загадка. Смысл с тех антивибрационных креплений помпы, если они ее не держат и ничего не гасят, мне непонятен. Как и то, что мешало закрепить их вертикально, ведь места там хватает, под ней просто бак с водой. Но это еще не все. На конце помпы есть латунный OPV клапан, и вот этот клапан во время работы помпы касается корпуса кофеварки и дополнительно бьет по нему. Если посмотреть, то тут даже есть выработка на корпусе от постоянных ударов и трения. Я думаю, это немалый косяк для такой ценовой категории.
Ну а второй неожиданный и неприятный момент – это сама группа, рассчитанная якобы и для чалт, и для молотого кофе. Если заглянуть в группу, то она кажется очень знакомой, такой как на многих старых аппаратах типа Technosystem, где на конце бойлера имеется такая шайбочка, вокруг которой оранжевая или красная уплотнительная резинка, как и здесь. Много таких мной было переделано, шайба выкручивается, перетачивается под форсунку и ставится большой экран группы с уплотнителем, после чего группа выглядит как полноценная подмолотый кофе у Lilith и подобных. Но тут оказалось, что эта шайба не снимается, она часть бойлера, и это цельная конструкция. При этом габариты у нее немножечко другие, и просто спилить тело шайбы не получится, так как внутри шайбы посадочная резьба для форсунки. Также выступ для экрана группы тут ниже, чем должен быть. Одним словом, никаких токарных манипуляций с нижней частью бойлера не сделать. И выхода два. Либо оставить все как есть, либо искать нижнюю часть бойлера от Technosystem и подгонять все под нее. Выбран был второй вариант. Нашли низ, и я переточил как нужно. Но вылез еще один нюанс. Внутренняя медная трубка, которая соединяет трехходовик и выход на группу, после установки другой половины бойлера оказалась слишком длинной и выпирала так, что закрепить фитинг не было возможным. Проблема была в разной высоте посадочного места на половинках бойлера. Трубку заменил и подогнал резьбу. После сборки и регулировки давления уже можно делать полноценную закладку кофе в корзину и получать хороший эспрессо. Именно такой, который на стоковом варианте не получить. Думаю, сказал я достаточно. Что можно сказать в заключение? Аппарат красивый, но не практичный. Если важен дизайн, то придется подстраиваться. Конструкторские косяки имеются, но с ними можно жить или дорабатывать, что вполне под силу. По поводу, сможет ли она в стоке и без допилов готовить правильный эспрессо, то скорее нет, чем да. Но если будет выставлено хотя бы 9 бар на OPV, то с небольшой закладкой без переделки группы что-то получить возможно. Но нужно учитывать, что мелкий экран группы будет покрывать только часть таблетки, что чревато неполноценной экстракцией. Но и стоит ли она своих денег? Однозначно нет. Как по мне, то 70% ее цены за младший вариант в цвете — это плата просто за дизайн и громкое имя. Если хотите взять что-то для максимально правильного эспрессо, а не дизайна, то за половину тех денег можно взять Lilith Annu, а там уже полноценный пит с настройками плюс манометр. Или уже за те же деньги можно взять Lilith Victoria с 58 группой. А если немного доплатить, то Lilith Kate со всеми плюшками и молкой закроет вопросы по эспрессо на долгое время. Но я бы точно не покупал устаревшую конструкцию за неадекватные деньги только ради кричащего дизайна. На этом буду заканчивать. Кто не согласен или есть что добавить, пишите комменты, ставьте лайки и подписывайтесь. До новых видео. Всем пока.